Телефон, с которым вы не будете бояться темноты, ведь есть инфракрасная камера. 90 Гц у экрана. Нет слота под SD-карты, но есть eSIM и слот под физическую карточку. 6 гигабайт оперативки, 15 сантиметров по диагонали, Face ID, которое допилили, и с закрытыми глазами телефон у вас уже не разблокируется. Нет сканера отпечатков пальцев, но программы Сбербанка и Тинькофф можно разблокировать уже по лицу. Можно писать видео и одновременно слушать музыку по Bluetooth наушникам без прерываний. Есть встроенная защита от спама, обновление раз в месяц и самый быстрый Android из тех, что в принципе возможен. Логично, что когда Google выпускает обновление, в первую очередь он все-таки будет все оптимизировать под себя. Кнопка питания и громкости сделаны качественно, и даже через несколько месяцев они не люфтят. Хотя качелька начинает терять окрас уже через месяца 3. Матовые грани из пластика и единственный дизайн, который ни с кем не перепутать. Always on Display можно отключить, а отсутствие ширика при необходимости компенсируется покупкой объектива Moment Lens. И по причине габаритов и его шикарной камеры, это теперь мой основной телефон. И на канале уже есть несколько обзоров, которые сняты именно на него. Ну а вызов ассистента с сжатием телефона — это просто шик. Сейчас расскажу подробнее. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 раз в месяц среди подписчиков на стримах. Стримы сохраняю. Подписывайтесь с колоколом, друзья, а сегодня я расскажу вам о моем новом смартфоне Google Pixel 4. И купил я его только после того, как цена стала адекватной, опять же по моему мнению. Этот аппарат не просто для гиков, а для гиков-фанатов. Притом очень приятно, что Google выпустил два пикселя, Pixel 4 и 4 XL, но обычная версия не уступает большой версии в камере. Это очень хорошо, они абсолютно идентичны. Распаковываем. Я купил, как вы заметили, телефон в белой расцветке. Самое шикарное у них оранжевое, но она дороже. И в случае, если у вас оранжевый или белый телефон, заднее стекло Gorilla Glass 5 версии матовое и не собирает отпечатки пальцев. Черная версия выглядит немного проще, и она глянцевая. По мне она менее интересна. При распаковке обращаем внимание, что Google не поместил в комплект даже самую простую гарнитуру. И это, конечно, крохоборство, учитывая ценник телефона. Да даже чехла простенького он туда не засунул. Кабель, документация, телефон, быстрая зарядка на 18 Вт, переходник с Type-C на USB-A и все. Больше ничего. Сразу как телефон запустили, обновляем. Залетаем в камеру и наблюдаем все прелести Google Lens. Не зря же мы платили за упаковку, хоть рекламу с нее посмотрим. Пристально осматриваем девайс. По диагонали он 15 сантиметров. Рамки дисплея, как и ребра, всегда у пикселя во всех расцветках остаются черными, пластиковыми, матовыми и приятными. Клавиша включения всегда оранжевая на правом ребре. На левой грани один слот только под одну нано-сим. Никакого расширения памяти или двух симок в нем нет, но если вы москвич, можете подключиться к Теле2 и другим подобным операторам, которые eSIM уже поддерживают. Номер у вас станет сразу 2. Порт Type-C внизу. Мини-джека, как и инфракрасного порта, нет. Закаленное стекло Gorilla Glass 5 версии с двух сторон. Влагопылезащита по стандарту IP68. Сканера отпечатков пальцев в телефоне нет. Собственный Face ID работает как часы и в темноте, и в глубину. NFC оплата есть. Сенсор Motion Sense бесполезен для нас, даже рассказывать подробно о нем не буду. Но по большому счету, кроме переключения трека взмахами, отключения будильника и отключения звука вызова, ничего особенного там и нету. Ну а для ярых фанатов с декабря его уже научились разлочивать в любой стране. Есть прямые руки, сможете его использовать в любой точке мира. Радар Soli — это игрушка для фанатиков. После активации достает вас через месяц где-то. Штука специфическая, по большому счету довольно бесполезная. Обновленное приложение диктофон теперь позволяет не только записывать голос, но и делать это с геометками, прерываясь, выполняя поиск по уже имеющимся голосовым заметкам и используя распознавание речи. Вы говорите, он печатает, но работает диктофон только на английском языке. Притом за полгода ничего они не допилили, русский там не появился. В смарте использована POLED матрица диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек, формат 19:8. Плотность пикселей очень приличная даже для 2020 года, 444 ppi, но не топовая. С другой стороны, достаточно. Частота обновления экрана 90 Гц. Постоянно ее можно включить в настройках разработчика. На борту есть усовершенствованный Always on Display. Яркость у дисплея скромная, 403 кандела на метр квадратный, и на ярком солнце лично мне ее не особо хватает. А вот в Antutu у меня телефон после последней обновы стабильно набирает по 400 тысяч и больше, что даже
даже очень хорошо. Смартфон работает очень плавно, греется быстро и сильно. Играть не особо удобно. Экран маленький, всего 5,7 дюйма, и это и не удивительно, что играть не особо фонтанно. В 4К снимает, но не в 60 FPS, во всяком случае не в стоковой камере. Можно использовать HDCam 2 для съемок, но опять же в стоке 4К 60 FPS нет. Значит, я его не вижу. Для размытия заднего плана используется сочетание пленооптического эффекта и программного обеспечения. И делает телефон с фото все, что может делать мобильная камера. В плане удобства в видеосъемке даже 11 Pro Max, который также я использую, по мне проигрывает. И в стабилизации, и в детальности. Тестов в сети в принципе море, можете сами оценить. Ну а хотите посмотреть обзоры без обработки на Pixel 4, последнюю неделю на канале практически только на него я и снимаю. Появилась возможность регулировать экспозицию сразу по двум параметрам, по свету и теням. Ручного режима съемки в стоковой камере как не было, так и нет. Селфи-камера в Google Pixel 4 установлена простая. Одинарный модуль на 8 мегапикселей. Единственное, что с ним можно делать, по большому счету, это программно размывать задний план. Круто, что есть ночное селфи, ну и, конечно, рентгеновская камера. Правда, с фиксированным фокусным расстоянием. С другой стороны, это в принципе вообще вещь. У вас такая камера ночного видения всегда с вами. Аккумулятор емкостью 2800 мАч. При работе после последних обновлений аккумулятор садится за 6-7 часов более-менее активного использования. При экстремалках, а именно тестах в Antutu и играх, за 3 часа. Стрим-тест есть на канале в записи. Можете посмотреть, как телефон быстро разряжается в нуле. На канале со стримами еще раз подробнее сделаю на днях конкретно игру. И все-таки стресс-тест программы поедают слишком много. Это нереальное использование телефона. Приходите, посмотрите, как на этом телефоне можно играть. Хотя, со слов моих подписчиков, на Pixel XL играть более чем комфортно. Если смотреть видео онлайн в HD на телефоне, телефон может прожить около 10 часов с активированной сетью. Google Pixel 4 поддерживает быструю зарядку при использовании комплектного 18-ваттного адаптера. Батарея заряжается полностью примерно за 1,5 часа. Есть поддержка беспроводной зарядки. Зарядка Nilkin, допустим, на 15 Вт, также заряжает телефон примерно за 1,5 часа. Весит телефон 162 грамма. Камера пожирает батарею просто невыносимо быстро, особенно в 4К. Смарт заточен под съемку, но точно не заточена под это дело его батарея. Быстрая зарядка, напоминаю, также рассчитана на 18 Вт. По железу телефон все еще топовое зло. Проц, Qualcomm'овский Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативки, USB Type-C версии 3.1, основная камера двойная с оптической стабилизацией и двойной вспышкой. Разумеется, с автофокусом. Сенсоры Sony IMX363 и Sony IMX481. Фронталка на 8 мегапикселей, ширика нет, вспышки у автофокуса у фронталки тоже нет. 90 Гц в настройках разработчика для экрана можно поставить принудительно. В обычных настройках 90 Гц ставится в адаптивном режиме, что не очень таки комфортно. Конечно, в телефоне есть Bluetooth версии 5.0, датчик освещенности, приближение, акселерометр-гироскоп, магнитометр и барометр. GPS, AGPS, GLONASS и Galileo есть здесь для навигации. Памяти в телефоне на выбор при покупке 64 и 128 гигабайт. И вы и так понимаете, что это нереально мало. Motion Sense в RF работает. Как я уже говорил, в телефоне нет сканера отпечатков пальцев, но чистый Android с парой уникальных пиксельных фишек — это, конечно, вещь. Супер однозначно огромный плюс — это операционная система и минимальные габариты с уникальным дизайном. Лицевая панель без моноброви — это тоже очень хорошо, при том, что черный квадрат с маленькими объективами на задней панели выглядит, конечно, странно. Все, что не помещается в телефоне, нам предлагают копировать, конечно же, в Google Drive. Android обновления первой очередью прилетают, конечно же, на Google Pixel. И что мы имеем и того? Достоинство. Удобный корпус, который не скользит, исключая черный матовый. Чистый Android 10 версии с обновами первым темпом. Производительность и быстрая работа. OLED-дисплей с 90 герцовым режимом. Минимальные габариты. Качество съемки на основную камеру просто шик. Минусы. Нет сканера отпечатков пальцев. Нет широкоугольной камеры. Нет 60 FPS в 4К в стоковой камере. У телефона минимальная автономность. На день его мало кому хватает. Motion Sense, как и фишки диктофона, не работают в Российской Федерации без перепрошивки. Официалов в Российской Федерации нет. Две симки физически не вставить. Слота под карту памяти нет, а памяти реально мало. И мега обидно, что диктофон для расшифровки понимает только английский язык, хотя прошло уже полгода, а они обещали, что другие языки появятся. Цена на самую младшую модель может довольно быстро меняться, поэтому если хотите посмотреть, сколько телефон стоит сейчас, можете перейти по ссылке в описании к видео. Резюмирую, советую. Телефон для фанатов просто огниво. Я его купил после покупки второго
пикселя. И так как последнюю неделю почти все я снимаю именно на него, могу сказать однозначно и просто. Автономность ужас, внешний вид и удобство топовое. Такой вот маленький супергерой, да и материалы подкупают. Ощущение, как будто вокруг народ в нейлоновых модных костюмах Gucci, а ты надел классику от Hugo Boss, и тебе удобно просто и все равно. Очень телефончик компактный и приятный на ощупь, с огромной армией фанатов. Теперь однозначно до 5 пикселя буду его использовать для съемок роликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора, у кого какие вопросы или может быть вы увидели какие-то недочеты, пишите в комментариях, обязательно отвечу, обсудим. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.